Веселое начало учебы. Хо Юйхао и остальные ученики пробежали 100 кругов вокруг академии. Не напоминает ли это, как в прошлом Тансан и монстры Шрека бегали вместе по указу учителя? Кажется, методы обучения все такие же. Тану Тун и Хо Юйхао уже почти поладили. Сначала они сражались друг с другом, но после этого Тану Тун даже помогла Хо Юйхао дойти оставшийся путь. И здесь нам показали первый дух Тану Тун, сияющая богиня-бабочка. Смотрится очень красиво. Хо Юйхао сейчас на 11 ранге и имеет одно духовное кольцо. А какой уровень у Тану Тун? Когда она выпустила свою боевую душу, то духовные кольца также появились. Их у нее неожиданным образом оказалось 2. Хо Юйхао еще больше изумило то, что у Тану Тун было и желтое, и фиолетовое духовное кольцо. Другими словами, ее второе кольцо было тысячелетним. Это уже превзошло ограничения для обычных духовных мастеров. Неудивительно, что она так себя вела. Когда Хо Юйхао сравнил свою силу с силой соседа, он подумал, что был слишком слабым. Учитель Джо Уи начала урок и написала на доске 2 слова – «атака» и «защита». Она говорила о защитных и атакующих техниках мастеров. Издавна духовные мастера были разделены на разные системы, такие как система атаки, система ловкости, система поддержки, еды, контроля, защиты и так далее, основываясь на врожденных качествах духа. Однако из-за столкновения материков 4000 лет назад все изменилось. И причина этого – духовные инструменты. Именно из-за них граница между атакой и защитой стала расплывчатой. Континент Солнца и Луны принес с собой много ценных материалов, а также базовые техники производства духовных инструментов. Это также создало ситуацию, где даже духовные мастера системы еды имеют атакующую мощь, равную или даже превосходящую духовных мастеров системы атаки, если они имеют достаточно сильное духовное орудие. С другой стороны, если духовные мастера типа скорости имеют духовное орудие с сильной защитной способностью, то они могут временно сыграть роль духовных мастеров типа защиты. Можно сказать, что появление духовных инструментов значительно изменило нынешнюю ситуацию с культивацией духовных мастеров. Например, использование духовных колец ослабло. Человек может положиться на духовные орудия, чтобы компенсировать недостатки духовных колец. Это привело к тому, что многие люди перестали использовать духовные кольца. Однако духовное кольцо по-прежнему является ключевой вещью, чтобы поднять свой ранг. Например, ты вечно останешься на 20 ранге, если не добудешь духовное кольцо. Так что духовные кольца все еще важны. Для духовных мастеров ниже 50 ранга эффекты духовных орудий крайне очевидны. Однако после 50 ранга они становятся бесполезными, если мастер не обладает достаточной физической силой. Поэтому большинство тренировок в академии направлены на улучшение физической подготовки. После урока учитель Джо Уи позвала Хо Юйхао. Она интересовалась, какой же у него дух. Боевая душа Ван Дуна сильно изумила ее, но даже с ее силой она не смогла ощутить, какой у Хо Юйхао дух. Ему, естественно, не было нужды скрывать это от своего учителя. Хо Юйхао ответил: «Мой дух – это духовные глаза, боевая душа духовного типа». Когда Джо Уи услышала слова Хо Юйхао, она была явно изумлена. В ее ярких глазах промелькнула радость, что не совсем сочеталась с ее очень строгим лицом. После чего она спросила, какой же первый навык его кольца. Хо Юйхао обладал сразу 4 навыками, поэтому ему нужно было выбрать любой. Он не ответил Джо Уи напрямую. Вместо этого активировал свое первое чисто белое духовное кольцо. Он показал свой навык духовного обмена, объединив его с духовным обнаружением. Учитель была в восторге. Какой чудесный навык. Неудивительно, что клан Тан выбрал тебя в качестве специально приглашенного ученика. Вот почему они взяли тебя даже с 11 рангом. После этого учитель познакомила Хо Юйхао с духовными инструментами. Фан Юй тестировал духовные орудия. Дело в том, что душа духовного типа, такая как глаза Хо Юйхао, очень сочетается с использованием инструментов. Здесь же Хо Юйхао впервые встретил Хэкайта, своего будущего друга. Это парень ростом 2 метра. Хо Юйхао назвал его старшим большим братом. Он ученик Фан Юя из отдела тестирования. Согласно оригиналу, его дух Сигара, но в аниме, вероятно, его изменят. Хотя Хо Юйхао получил квоту приема без вступительных экзаменов, Академия Шрека известна строгими правилами, и каждые 3 месяца будет проводиться оценка первокурсников, и те, кто не пройдет, все равно будут исключены. У Хо Юйхао сейчас только 11 уровень, так что можно представить, как ему сложно придется. Согласно анонсу, новичкам пришлось бегать в железных доспехах, и Хо Юйхао еле справился с испытанием. Неужели ему снова поможет его сосед по комнате, Ван Дун? Увидим, справится ли Хо Юйхао. Также нам мельком показали Сяо Сяо. Она будущий ученик 7 монстров Шрека. Сюжет Боевого континента 2 только развивается. Дальше будет становиться все интереснее. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, как вам начало учебы в Академии Шрека. Подписывайтесь на канал и всем пока.